Друзья, сегодня у нас осабоко. Это вот такая вот голяшка, которая рублена. Осабоко — это значит полая кость. Внутри находится кость мозговая, голяшка, говяжья. И сегодня я буду готовить жаркое из этой голяшки. И подавать я буду это жаркое вместе с птитим. Про птитим я вам расскажу попозже. А пока что давайте приступим к приготовлению осабоко. Сначала мы берем, солим и перчим муку. И готовим наши голяшки для обжарки. Почему мука? Потому что соус с мукой, он будет намного гуще, то, что нам нужно. Ну и вкус это, конечно, да. Прожаренная мука — это вкус. Ну, у нас масло нагрелось, и я начинаю прижаривать. Параллельно с этим я готовлю корневые овощи. Значит, у меня тут есть лук, морковь, сельдерей, лук-порей и чеснок. Также я использую болгарский перец. Я нарезаю все не очень мелко. Морковь. Все я режу на кубики. Лук-порей оставляю так. Чеснок тоже нарезаем. И я буду обжаривать параллельно овощи. Так, лук, чеснок, и идут все остальные овощи. Видите, у меня осабоко обжаривается. В этих местах, где кость соприкасается с внешней частью, я делаю надрез. Это в дальнейшем не скукожит мне мясо. Я использую перец при обжаривании и при приготовлении. Вот этот аромат перца мне очень нужен. Я тоже все режу на такие крупные кубики. Теперь я добавляю томатную пасту, помидоры, и бульон у меня куриный. А также перцы, которые мы порезали. Сюда я добавляю душистый перец, лавровый лист, несколько веточек тимьяна. Доводим эту жидкость до кипения. Солим, перчим. Так, доводим до кипения и переливаем на осабоко. Убираем огонь до минимального и оставляем на 2-2,5 часа. Пока у нас мясо готовится, мы приготовим птитим. Я вам сейчас расскажу маленькую историю про возникновение птитим. Когда молодое государство Израиль объявило свою независимость, было много врагов. Эти враги были многочисленны, они находились вокруг этой страны, и у них была сила, у них были ресурсы денежные, и политические ресурсы были большие, давление, нефть и все остальное. И было объявлено эмбарго на получение Израилем продуктов питания, таких как рис, например. И рис — это, как известно,
очень широко используемый в восточной кухне продукт, а тут много выходцев из восточных стран. И тогда премьер-министр, тогда он был Бен-Гурион, придумал такую вещь. Он придумал сделать пасту в виде риса. И вот эта паста выглядит как рис. И тогда этот рис был назван рис Бен-Гуриона. Но на самом деле птитим, то есть патит, кусочки. И это приобрело популярность до сегодняшних дней, очень многие используют, это очень вкусно. Это, по сути дела, паста. Но готовят ее как рис. То есть или завариванием, или варят его с пропорцией воды определенной, не как пасту в большом количестве воды. Я же люблю готовить вот такой вид птитим. Если это называется рис, это называется кускус. Ну, чуть побольше по размеру, но в принципе это как разваренный кускус, есть большой. И мы сегодня готовим вот такой вот вид. Значит, что я делаю? Сначала мне нужен лук. Я мелко нарезаю лук. Нагреваю оливковое и сливочное масло. И обжариваю лук на смеси масел. Обжариваю я это хорошо. Мне нужен коричневый цвет здесь. Друзья, как вам история с птитим? Сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить все новое, что выходит. Ну и оставляйте комментарии, конечно. Это всегда ок. Я очень люблю комментарии. Мои подписчики готовят то, что готовлю я. И потом мы делимся фотографиями. Можно выставлять это в Инстаграм. В общем, это интересно. Мы приближаемся к тому состоянию лука, который нам позволит добавить к нему птитим. Я люблю, когда лук коричневый, именно коричневый. Это дает потом тот эффект, который я хочу получить. Друзья, лук у меня готов. Сейчас я буду добавлять птитим. Значит, у меня идет на 2 стакана птитим 3 стакана воды. Солим. После закипания воды уменьшаем огонь. Закрываем крышкой. И оставляем на слабом огне 9 минут. Друзья, осабоко приготовилась. И сейчас я вам покажу, как я его подаю. У меня тут есть соус, в котором готовилась осабоко. Я взял немножко овощей вместе с самим соком. Я легко пробиваю это, чтобы у меня соус был и крупными кусочками, и перекрученный. Так будет интереснее. В конце я беру немножко зелени и добавляю ее в соус. Вот такая красота у меня получилась. Но это еще не все. В итальянской кухне есть такая добавка, которая называется грамулата. Грамулата — это листики петрушки, которые я легко порежу меленько. Это чеснок. И это цедра лимона. И вот это у нас будет финальным аккордом идти на эту порцию. Друзья, вот такая красота у нас получилась. Осабоко под овощным соусом, птитим и грамулата. Прекрасное блюдо. Кстати, прямо к этому сезону, в холодный зимний день, подходит идеально. Мясо мягчайшее. Ярко выраженный мясной вкус. Птитим, которые подчеркивают вкус этого соуса вместе. Это получается идеальное блюдо. Советую вам приготовить. Готовьте со мной. Ешьте осабоко. Всего хорошего. Бай.